Сегодня покажу вам лабораторный блок питания, сделанный собственными руками, так сказать, любительская такая схема. Надеюсь, осуждения не будет, но конструктивную критику от вас я жду. Цель этого видео показать, как печатает принтер К9 и что можно сделать лабораторный блок питания из обычного блока питания от компьютера, даже самого старого. Поехали! Привет всем, вы на канале KitaiQX, и у нас посылочка не из Китая, хотя тут компоненты из Китая будут. Ну, ссылочки, как всегда, все в описании, заранее вам говорю. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Как вы поняли, сегодня буду показывать вам, как я сделал лабораторный блок питания в домашних условиях с компьютерного блока. Завалялся у меня вот такой вот блок питания, довольно старый, тут у него вообще этикетка 2004 год. То есть, как вы понимаете, ему уже больше 20 лет. Но он рабочий, я проверил специально, советую сразу проверять, если у вас что-то такое завалялось, чтобы вы не назаказывали куча всяких деталек, а потом такие включаете и все, оно не работает. Как вы видите, вот такие вот характеристики блока у нас. Он 300 ваттный, довольно старый, как я и сказал, на нем даже нет SATA разъемов питания. Кстати, 12 вольтовая линия у него немножечко просажена, она 12 вольт не выдает. Может, когда-то я займусь и ее немного подмарафечу, но не факт. Перед тем, как мы будем разбирать блок питания, естественно, вам его надо проверить, чтобы он был работоспособный. Вот вам показываю распиновку. Нам, в принципе, понадобятся все провода, но они тут, в принципе, все одинаковые. Все фишки можете спокойно отрезать. Нам нужны только цвета проводов. Серый, белый, синий нам в принципе не надо. Серый это PG провод, он не используется в принципе в наших целях. Белый минус 5 вольт, синий минус 12 вольт. Они нам не нужны, можете их смело отрезать, вообще выкидывать, отрывать. Мы ими пользоваться не будем в наших целях. Нам нужен зеленый, это у нас основной провод, чтобы включить блок питания. Зеленый PS on, коротим на любой ground, на любую землю, на любой черный, и у вас блок стартует. Блок может не стартовать без нагрузки, тут уже смотрите нюансы именно вашего блока. Если у вас на фиолетовом проводе плюс 5 вольт есть питание, то скорее всего блок рабочий, вам просто надо дать какую-нибудь нагрузочку на 12 вольтовую, 5 вольтовую линию, и тогда он стартанет при замыкании черного-зеленого провода. Как я и сказал, серый, белый, синий нам не нужны, нам нужны оранжевые. Это у нас плюс 3,3, красные плюс 5 вольт и желтые плюс 12 вольт. И все черные, ну естественно зеленый, чтобы включить наш блок. Все черные у нас тут идет общие C-граунды, они для 3 вольтовой, для 5 вольтовой, для 12 вольтовой линии идут общие. Они даже на плате распаяны общие. Далее я это вам покажу. То есть запоминаем: черный, оранжевый, красный, желтый и зеленый с фиолетовым нам нужны. Фиолетовый это у нас пассивное питание 5 вольт. Мы его будем выводить, чтобы пользоваться USB-шечкой, когда блок питания у нас выключенный с кнопки, но не выключенный с розетки. Для создания нам нашего лабораторного блока нам понадобятся еще дополнительные компоненты, если мы хотим получать с него не просто 12 вольт, а допустим 35. Вот такая вот платка, преобразователь, повышающий, понижающий на 35 вольт, точнее от 0 до 35 вольт и до 5 ампер нагрузочки. Название у этой платки ZK5KX, и ссылочка будет в описании. Она у нас вот такая вот массивная, тут у нас радиатор, кулер для охлаждения, потому что 5 ампер все-таки. Также нам понадобятся бананы, вот такие вот коннекторы, получается гнезда и сами коннекторы. Ну тут уже смотря сколько вы будете выводить, я тут взял по 10 штучек. Также я хочу поставить сюда плату регулировки кулера, чтобы он не крутился всегда на максимум, вот так вот она выглядит. И еще хочу сюда поставить плату быстрой зарядки, не знаю зачем она тут, USB и USB Type-C. И еще хочу вывести вот такое вот USB, тоже A и USB-C, просто обычная 5-вольтовая, не быстрая, которая работает всегда. То есть вот у блока у нас есть фиолетовый провод, он всегда дает плюс 5 вольт, то есть вы можете заряжать устройство даже когда блок выключенный. Ну и естественно принтер, 3D принтер, который у нас был в обзоре, ссылочка вот в верхнем правом углу. Сейчас показываю вам коробочку, которую я на нем напечатал. Да, качество паршивое, скажем так честно, да, печатает он не прям идеально, но все меня замучили комментариями, что вот, как он печатает, покажи, как он печатает, вот показываю. Это у нас модель, получается 8,5 на 7,5 на 8, вот такой вот здоровый размер, печаталась с поддержками в виде деревьев, вот так вот это выглядит. Сейчас вы видите
печать. Вот так вот принтер печатает. В принципе, неплохо, как для самого дешевого принтера. Использовал вот такой вот PLA серый пластик. И вот такая вот моделька у меня получилась. Снял все размеры, все сделал, как бы, ну, вроде неплохо, да. Модельку я немного изменил, потому что после того, как она напечаталась, я увидел немножечко тут косяки, добавил перегородочки, так сказать, усилил ее. Потому что данная вот коробочка у меня немного прогинается. Для моделирования, для этого 3D принтера, для этого К9 я использовал FreeCAD, бесплатная программка, в принципе вы ее можете скачать по урокам в интернете, в YouTube, выучить там базовые какие-то моменты и вот так вот смоделировать, как я. Как я и говорю, моделька будет в описании, все будет в описании, можете переходить, качать, смотреть, и я не претендую на какой-то там супер профессионализм в моделировании, вот как научился, склепал, вот так вот это все вышло. Так сказать, это все любительский контент. Повторять, не повторять, это чисто ваше дело. Все ссылочки на вот эти вот платы, все ссылки на коннекторы, короче, все, что я тут использую, ссылочки все в описании. Переходим, смотрим, заказываем, если вы хотите сделать подобное устройство. Также для работы нам понадобится инструмент, кусачки, паяльник, потому что тут по-любому надо паять. Обжимка, тут обжимать надо, не знаю, там отверточка, термопаста, например, вот этот радиатор на вот этом устройстве преобразования от 0 до 35 вольт, он там вообще может криво висеть, то есть советую снять, намазать термопасту хорошо, прикрепить, чтобы просветы у нас охлаждались. Вот эта же плата быстрой зарядки, которая Quick Charge 4, она на нашей линии 12 вольтовой не выдаст нам 20 вольт, она не будет работать на всю свою мощность, я проверял, примерно 30 ватт она будет нам выдавать. Терморегулятор я накручиваю на минимум, он от 45 до 100 градусов регулируется, накручиваю на минимум, потому что блок питания нежелательно, чтобы грелся больше там 50-60 градусов, поэтому он у меня будет на минимум работать, то есть если температура там уже под 40 поднимается, он выходит уже там на 60-70% своих оборотов. Естественно, нам понадобятся еще всякие кнопочки, включения, провода, возможно, какие-то, смотря как вы это будете все прокидывать. Ну, я сейчас покажу именно свой вариант. Вот вам хочу показать схему, как это примерно будет выглядеть у меня. Вот такая вот схема, вот так вот подключение. Бананы у нас 3,3 вольта, второй ряд бананов 5 вольт, третий ряд бананов 12 вольт и четвертый ряд бананов будет регулироваться от 0 до 35 вольт. Потом подробнее я про это еще покажу, и дальше у нас будет стоять USB-A и USB Type-C. Ну что ж, разбираем блок и смотрим, что у нас внутри. Вот такой вот старый блок, тут еще, как вы видите, сбоку выведен у нас такой трансформатор. В новых блоках, насколько я знаю, он уже где-то на плате стоит или вообще он довольно компактный. Ну, тоже есть разные блоки, да, и в новых блоках у нас уже большой кулер. Этот довольно шумный, поэтому хочу поставить сюда регулятор оборота. Как вы видите, блок пыльный, я реально говорю, он валялся у меня, это еще непонятно от какого компьютера, вроде он даже не мой, вроде мне его кто-то задарил, и он валялся. Я решил из него сделать себе лабораторник. Посмотрел конденсаторы, почистил, вроде все целенькое. Я думал, может что-то перепаять надо, вроде емкость попроверял, вроде работает, все как надо. Не знаю, почему тут просадка по 12 вольтной линии, но может когда-то я с этим и разберусь. Короче, чистим, снимаем все платы и приводим его в порядок. Перед всем этим хочу показать, вот эта кнопочка круглая, которая у меня есть, она идеально встает в это отверстие вместо проводов. То есть вы можете заранее померить диаметр отверстия, где у вас выходят провода, и заказать кнопочку нужного вам размера. Ссылочки на AliExpress тоже будет. Вряд ли, конечно, вы там сможете купить одну. Не то, что вряд ли, а выгоднее купить там 5 штук, потому что одна, как правило, ну, довольно дорого стоит. То есть выгодно покупать 5-10 кнопок, может где-то в будущем пригодятся. И как вы видите, у нас тут минусовые все провода черные припаяны в одну точку. То есть они спаяны в одну точку, то есть без разницы, какой черный провод мы берем, на 3 вольта, на 5, на 12, то есть можно брать любой. Сразу скажу, если у нас тут, допустим, там 3-вольтовая, 5-вольтовая линия выдает по 20 ампер, нам одного вот этого провода будет мало, нам надо будет их спаривать, то есть брать 3 оранжевых, 3 черных. В принципе, один вот этот проводок выдерживает там 4-5 ампер нагрузки. Это максимум, желательно вообще даже столько нагрузки не давать. Ну, в моих целях я такую нагрузку давать не буду, то есть мне хватит вот по 3 их там спаять, по 4 и будет хорошо. Перед тем, как это, естественно, все резать, паять, нам надо в самом корпусе просверлить отверстие, чтобы наша распечатка на 3D принтере сюда четенько стала, прикрутилась, проверить это все
все, чтобы оно все собиралось, потому что потом, когда вы это все спаяете, соберете, докупаете все провода, закрутите на коннекторы, будет ну прям нереально свердлить и вот это куда-то что-то цеплять. Просто снимаем плату, подготавливаем все корпуса, чтобы оно все соединялось, чтобы вот эти вот свердлильные работы, которые вам надо делать, были все сделаны. Как вы видите, я тут вообще зубилом просто выбил квадратик, загнул, завальцевал его, чтоб, короче, провода не порезались об корпус металлический. Далее, после того, как мы все сделали, что мы делаем? Правильно, откусываем провода. Они нам такие длинные не нужны. Мы просто берем и все их откусываем нужной нам длины. Но я откусываю немного с запасом, примерно сантиметров 20 оставляю. Ну, у меня в моей конструкции этого с головой хватит, даже будет излишек. Кулер я тоже откусываю, потому что в разрыв этого черного красного провода у меня будет подключаться терморегулятор, в котором термодатчик будет цепляться вот на радиатор и будет регулироваться обороты. И вот так вот это все выглядит. Также мы можем избавиться тут от белого, серого провода, синего провода. Они нам тут не нужны. Это у нас провода минус 12, минус 5. Они в принципе нам блоки не нужны. Мы ими пользоваться не будем. Не, ну может у кого-то какие цели на это будут. Делим провода на пучки. Вот в данном случае я беру 3 оранжевых, 3 черных. Фиолетовый и зеленый отвожу в сторонки. Зеленый у нас включение блока отвечает. Фиолетовый у нас дополнительное питание 5 вольт, которое работает даже при выключенном блоке питания. 5-вольтовая линия у нас красный провод. Считаю, мне их надо в принципе 4 штуки до 20 ампер. Беру 4 черных, 4 красных, 3 оранжевых, 3 черных и желтые. У меня тут 5 штук, их делю их на 3 и на 2. 2 у нас пойдут на бананы, 3 пойдут на вот этот преобразователь, потому что он у нас до 35 вольт 5 ампер, а это такая нехилая нагрузка. Ну, я, конечно, столько давать не буду, но нехай будет с запасом. И, естественно, делим их в пучки. В данном случае я делю их с помощью стяжек. Занимаемся кулером. Берем нашу плату с термодатчиком и подключаем на вход черный-красный провод, то есть плюс-минус 12 вольт. Также я ее вот так вот прячу в термоусадочку, вот такая прозрачная у меня есть. Кстати, ссылочка тоже будет в описании, брал на Алиэкспрессе. Кстати, очень хорошая термоусадка. Ставлю ее, потому что плата у меня будет вот так просто валяться, ну и чтобы она тут ничего не коротнула. Ну и на другую сторону, естественно, у меня будет подключаться сам кулер. Тут я, как вы видите, уже поставил плату назад, ставлю кулер. Кстати, контакты на кулере я тоже обжимаю наконечниками, чтобы это все было культурно, солидно, ну и чтобы надежно. Ну и подключаю тоже до платки, меняется вольтаж от нагрева, и накрутил, получается, против часовой стрелки, ну в данном регуляторе против часовой стрелки, выкрутил в минимум, и он у меня, получается, чуть-чуть идет в нагрев блок питания и уже разгоняет кулера. Если нагрузочка маленькая, то кулер еле крутится, там 6,3 вольта, 3,5 подается на него. Далее что мы делаем? Далее мы берем термодатчик наш, крепим его на радиаторе, желательно через термопасту. Любую термопасту можете брать, даже какую-то самую дешевую, неважно. Главное, чтобы она была, чтобы теплопроводность была, ну, максимально, насколько это возможно. Потом занимаемся кнопкой включения. Берем зеленый, черный контакт, припаиваем к ним клемки и в нашу кнопочку, ну, можно, в принципе, напрямую в кнопку припаяться, но я решил, чтобы она была съемная. Это у нас зеленый, черный, в принципе, любой черный, можете подпаяться вообще отдельно. Припаиваем, и вот так вот у меня кнопочка идеально просто сюда встает. Я даже, если честно, даже не замерял. У меня была кнопка, я ее взял, думал, что надо будет что-нибудь химичить, она прям идеально сюда стала. И если мы вот так вот возьмем крышечку, все это соберем, просунем провода, вот так вот это примерно будет выглядеть без верхней вот этой вот распечатки на 3D принтере. Потом я еще снизу наклею ножки. Изначально я думал вообще красить его в черный цвет, но потом передумал, потому что у меня верхушка серая, блок в принципе серый, меня устраивает и так. Далее обжимаю те контакты, которые не паяются, которые зажимаются в эту плату, которая от 0 до 35 вольт. Потом все остальные скручиваю и залуживаю, так сказать, чтобы можно было потом это все припаять до наших гнезд, которые для бананов будут использоваться. У нас тут на гнездах есть такие вот клемки, по которым мы будем паяться, и нам надо будет эти провода спаять до этих клем. Желательно откручивать, брать в плоскогубцы и припаивать, ну, чтобы не сплавить их, так сказать. Ну, они тут самые дешевые. Это может
можно сказать, самый бюджетный лабораторный блок питания. Я брал платы, можно сказать, самые дешевые коннекторы, самые дешевые вот эти бананы, самая дешевая плата зарядки, которую я там нашел на Алико, там бакс чем и стоит, ссылки все в описании. Распечатка на самом дешевом принтере, как вы видите. И самое дорогое, что тут есть, это вот этот преобразователь от 0 до 35 вольт, он стоит около $10, там можно и за 8 купить, в принципе, я купил вообще за 6,5 вроде долларов. Ну, где-то около 7 баксов. Также нам надо спаять вот таких вот два проводочка. Это у нас будет выход с этого преобразователя. Это будут у нас провода на наши гнезда для бананов плюс-минус от 0 до 35 вольт. Такие вот коротенькие. Взял у нас тут провод с сечением 2 квадрата. В принципе, для моих целей хватит. После обжимки откусываем чуть-чуть, потому что они немного длинные, чтобы это все красиво было и не торчало, нигде не коротнуло. И чтобы оно все пряталось. И вот так вот это выходит. Ну что ж, давайте приступим уже к сборке. Я тут уже подпаял все эти клемки, все пообжимал. Теперь можно в принципе это все собирать. Ставим изначально плату быстрой зарядки и вот так вот ее прикручиваем. Она туда вставляется четненько, прикручивается. Ссылочки на модельку тоже будет в описании. Может кто-то захочет повторить прям вот мой проект. Я, конечно, в этом сомневаюсь. Советую вам печатать что-то больших размеров. Будет удобнее собирать. Так как этот принтер К9 может печатать только до 9 там с половиной сантиметров, из-за этого у меня такой вот маленький корпус. Я хотел сделать с двух частей, но потом думаю, не, сделаю с одной, чтобы показать, как он справляется с большими моделями. И фиолетовый и черный проводочек у нас выйдут вот сюда вот, там у нас будет дополнительное USB гнездо питания. Спереди у нас повставляются гнезда для бананов, их 8 штучек будет, и будет все замечательно. Также, как вы видите, я сделал вентиляцию, потому что у нас, естественно, на плате там кулер стоит. Я тут за кадром бегом собираю, параллельно вам тут озвучиваю, цепляю вот эти вот гнезда. Очень неудобно, сразу говорю, вот этот корпус 8,5 сантиметров, 7,5 глубиной, ну очень неудобный для сборки. Оно реально собрать, оно все собирается, оно все закручивается. Тут толщина почти 2 миллиметра пластика. Желательно делать больше, особенно переднюю панель, потому что она прогинается. Вот так вот это все вставляется, одевается, шайбочка, провод и зажимается гаечками. В принципе, ничего сложного нет, главное ничего не перепутать, чтобы вы четко знали, что у вас первый ряд 3 вольта, второй 5, 12 и так далее. Вот так вот это все собирается, как вы видите, и поспаивалось, все классно держится. Я пока его собирал, тут и гнул и влево, и вправо, если хорошо припаяно, оно ничего не отрывается. Вот так вот это выглядит после сборки, после того, как я уже прокрутил все провода, зажал их все, и будем сейчас крепить корпус. Сам вот этот корпус, который распечатал, будем крепить к блоку. Как видите, я провода ставил с запасом, чтобы это было удобно, хоть где-то что-то сделать, да, чтобы оно вот так отодвигалось и можно было это все закрутить. Ну и самое интересное, ставим вот эту плату. Изначально, когда я создавал проект, я думаю, ну плата залазит, все хорошо, тут 7,5 на 4 вот это отверстие. Сейчас я подключу провода и все будет классно. Кстати, по проводам. Тут у нас есть вход минус у нас черный, вход плюс у нас желтый. Выход это вот эти два провода, коричневый и синий, которые я взял на 2 квадрата. Это у нас получается коричневый будет плюс, синий будет минус. Не путайте, бо если вы подключите вход вместо выхода, ну или наоборот, короче, вы спалите плату. Так, про что я говорил. Собирается вот это все, я собрал, все классно, думаю, сейчас вставлю и будет классно. И что получается? А получается то, что оно туда не влазит. Я его давай вставлять, а вот эти провода снизу, они просто не дают вставиться, они впираются снизу у меня в контакты, и вот вентилятор просто не залазит. Я пытался, мучился, пришлось открутить вентилятор, снять его, ну оставить болтики внутри вентилятора, засунуть его в коробки. Тут я вам уже ничего не показываю, потому что я намучился с этим, наверное, минут 40, но через вот эти отверстия, которые сзади в коробке, я прикручивал вентилятор потом просто до платы внутри, вслепую, можно сказать. Ну, я его прикрутил, он там держится, но сразу говорю, коробочку лучше печатать больше, чтобы это было все как-то удобнее собирать, потому что с этим я, конечно, наигрался так добряче. Так, и после того, как мы это все подключили, собрали, убедились, что нигде ничего не коротнуло, мы включаем блок и проверяем, работает ли у нас все перед тем, как мы закрутим все болтики, потому что, ну, а вдруг где-то что-то мы не так собрали, у нас, например, там 5-вольтовая линия с 3-вольтовой местами поменялись, да. И еще предупреждаю,
предупреждаю, это все-таки работа с 220 вольт, у нас блок питается от 220 вольт. Будьте внимательны, не суньте пальцы, когда вы что-то проверяете, подключаете, потому что вот изначальная плата преобразования, она работает вся в 220 вольт, там есть конденсаторы вообще на 400 вольт, то есть лучше туда лишний раз не лезть, если вы что-то проверяете, как оно работает. А лучше вообще закручивать все и проверять в закрытом состоянии. Потому что, ну, я думаю, никто бы не хотел получить разряд током от 220 вольт от нашей розетки. Вот я проверяю, тут у нас 3,3 работает отлично, как вы видите. Следующие контакты бананов у нас 5 вольт, даже чуть больше. А вот 12-вольтовая линия у нас немного просаженная. Ну, ничего страшного. Ну и линия, которая у нас регулируется, в принципе, работает. И вот теперь будем собирать, закручивать болтики. Я, если честно, жду от вас конструктивной критики по этому поводу. Ну, не обессудьте за корпус. Корпус я такой сделал просто, чтобы вам показать, что вот реально на К9 распечатать что-то. Ну, не в идеальном, конечно, таком формате, да, но реально той принтер на что-то и способен. Теперь давайте пробежимся по главному. Первое, что вам надо, если у вас есть блок питания, проверить, работоспособный он или нет. Потом зайти на AliExpress, выбирать платы, которые вам надо под ваш блок питания. Если вы там хотите регулятор оборотов, если вам там бананы. Ну, бананы советую брать лучшего качества. И также само под них гнезда брать лучшего качества. Там есть такие металлические, они классные, потому что это прям, ну, честно, такое посредственное качество, что ужас просто. Ну, естественно, печатать коробочку большего размера или вообще переделать полностью всю коробку для этого блока питания. Также нюанс по питанию. Если вы замыкаете зеленый черный провод, блок не включается, это не значит, что он сгоревший. Есть блоки питания, которые не стартуют без нагрузки. То есть вы сразу проверяете фиолетовый провод, если на нем есть 5 вольт, скорее всего блок работает. Тогда уже пробуйте подать нагрузочку на 12-вольтовую линию, на 5-вольтовую линию и пробовать еще раз включить. Если все стартует, все супер. Провода не утончайте. Ну и далее давайте перейдем немного к тестам, посмотрим, что оно из себя представляет и вообще работает ли это все. Итак, после того, как мы включили блок, он у нас уже потребляет 3 ватта, как вы видите, то есть блок в простое уже что-то берет, он всегда потребляет, то есть лучше его с розетки выключать. Потом я включаю свою лампу на зарядку, как вы видите, у нас чуть-чуть возросло, вот то гнездо у нас, ну, примерно до 2 ампер, наверное, выдает под нагрузочкой, судя с тестера по ваттам. Ну и единственное, что я сейчас могу мощное подключить, 15-вольтное, что у меня прям тут под рукой есть, это мой свет. Он 15 вольт до 4 ампер, ну и не берет до 4 ампер, у него блок до 4 ампер, а он где-то на 47 ватт, это там около 3 ампер с копейками, да. Давайте сейчас подключаем и смотрим, 2,5 ампера, 15 вольт, вон 76 ватт, то есть по ваттам нормально, с учетом того, что у нас тут заряжается, что лампа, телефон я сейчас подключил, но телефон что-то максимум брать не хочет, возможно этот провод неподходящий. И лампа, как вы видите, берет 2,5 ампера, то есть, ну, как бы неплохо. Преобразователь работает, блок работает, гнезда работают. К сожалению, у меня нету никакой нагрузки, чтобы прям так проверить, прям взять 35 вольт, дать ему и на 5 ампер нагрузить. Еще хочу показать вам вот это вот именно непосредственно сам мониторчик и его настройки. Так, давайте подробнее рассмотрим вот этот вот преобразователь с 0 до 35 вольт 5KX. Он у нас до 5 ампер нагрузочки. Естественно, регулировка производится у нас энкодером. У нас тут 3 кнопки, как вы видите, 2 синеньких и 1 на самом энкодере. Кнопка на энкодере просто включает-выключает само устройство. То есть как бы ничего особенного. Вот этих 2 синих кнопки. Верхняя у нас переключает показатели. То есть вот амперы, там часы работы, ватты вы можете смотреть. Нижняя у нас переключает, первым нажатием можно быстро прокручивать от 0 до 35 вольт. Это очень важно, потому что если просто крутите крутилочку всю энкодер, оно меняет по сотым вольта. То есть очень медленно. Если вы раз кнопочку синенькую нижнюю нажали, оно начинает там по пол-вольта, по вольту. Ну, то есть можно быстро переключаться между вольтажом. Если вы еще раз нажимаете, вы настраиваете амперы. То есть можно выбрать, сколько ампер
прибор максимум будет давать. Ограничения по амперам тут есть, и это очень даже хорошо. В данный момент сейчас я буду крутить и покажу вам, какой вольтаж тут максимальный, какой вольтаж минимальный. Это все, естественно, ускорю, чтобы вы не ждали. Как вы видите, у нас максимальный вольтаж 36,4 вольта. Это без нагрузки. Дадим нагрузку, просадит где-то до 35 вольт. Потому что эта плата у нас держит спокойненько 35 вольт до 5 ампер. Но, естественно, при этом она нифигово так греет мосфеты и очень хорошо так жужжит вентилятор. Ну и, естественно, в холостом режиме она у нас уже потребляет 11 ватт с блока. Ну, 3 ватта потребляет сам блок, и плюс вот этот вот экран с преобразованием в 36 вольт уже потребляет, так скажем, 7 ватт. Ну и минимум у нас это 0,6 вольта. 0,6 вольта, в принципе, минимальное напряжение. Я думаю, это прям хороший диапазон настройки. Ну, еще забыл сказать, что в эти бананы, тут он откручивается, можно вот так зажимать вот такие вот клеммы с крабиками, то есть очень даже удобно. Если вот у меня в данный момент есть вот такие крабики вот с такими зажимчиками, ну, эти крабики от лабораторного блока питания. Также можно вставлять обычные щупы от мультиметра, они сюда четко подходят, плотно сидят. Блин, ну, я считаю, универсальное устройство. Да, выглядит, может, не прям супер эстетически идеально, но для каких-то вот таких вот своих домашних целей сгодится с головой. Лабораторный блок питания баксов, наверное, 14, с учетом затрат на пластик, с учетом проводов, пайки, света, да, не знаю, со всего. Короче, баксов 14 это предел, дороже он мне не вышел. Естественно, если отсюда убрать плату USB зарядки, которая тут по факту в принципе не надо, можно просто поставить одну вот ту вот 10-ваттную сбоку и все, то выйдет еще дешевле на пару баксов. Вот такое вот устройство у меня получилось, вроде бы как бы все нюансы рассказал, показал, схему вам тоже показал, вот еще раз показываю, чтобы вы видели. Ну вот так вот это выглядит, такой, знаете, постапокалиптический какой-то дизайн у меня вышел. Весь такие в полосочках, подряпинах. Ну, выглядит прикольно, как по мне. Ну, не на 10 баллов, да, скажем честно, так где-то на 5, на 6. Главное, что функции свои выполняет. Ну, а если вам понравилось видео, ставим пальцы вверх. Жду вашей критики в комментариях. Надеюсь, она будет нормальная, адекватная. Ну и не забываем подписаться на канал, поставить лайк. Не забыть за спонсорство на канале. Ссылочки все оставляю в описании. Переходим, смотрим. Может, вам просто из этих плат что-то надо. Не обязательно для создания такого лабораторного блока питания. Ну а вы были на канале Kitai QX. До новых встреч!